Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам на лекцию Марии Кравченко, которая расскажет нам о изобретениях, которые были еще до революции сделаны. А на самом деле техника и наука — это все часть дизайна, и очень важно для нас, потому что, конечно, дизайн, он не в безвоздушной среде существует, это не искусство, а дизайн связан с технологиями, связан с научными достижениями, социальной, культурной и политической, в том числе, ситуацией в стране. И сегодняшняя... Я благодарю, Мария, что вы к нам присоединились, и сегодняшняя лекция не могла бы быть возможна, и выставка «История российского дизайна» без поддержки президентского фонда культурных инициатив. У нас проходят лекции каждый четверг, мы все их записываем и выкладываем в онлайне, все их можно посмотреть в наших соцсетях. И в выходные у нас проходят бесплатные экскурсии по экспозициям, вас всех приглашаем. А сейчас я передаю Марии слово. Спасибо большое. Всем добрый вечер. Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришли. Я присяду. На самом деле, не знаю, конечно, хорошо, что у нас есть возможность сейчас встретиться, пообщаться, немножко переключиться. Сегодня мы поговорим об изобретениях прорывных, об изобретателях, которые творили в Российской империи, что с ними стало. Это немножечко такая отчасти грустная история, отчасти поучительная, потому что жизнь изобретателей так непростая, но в те времена она была еще сложнее и интересней. Итак, я немножко начну с себя. Кто меня не знает, я 3 года занимаюсь изучением истории очень плотно. Вообще я пиарщик по профессии. Но всю жизнь свою, сколько я себя помню, я любила именно период, который касался отмены крепостного права и до революции 17 года. Это время, которое мне всегда было очень близко, дико интересно. Сейчас я объясню, почему. Вот. И свою страсть, связанную именно с этим временем, я трансформировала в свое увлечение. Последние несколько лет я веду активно блог. У меня есть передача на «Серебряном дожде», «Удивительные русские», о которых я рассказываю как раз о героях, которые меня вдохновляют, которых я нашла. Вот. И у меня есть книга, небольшой самиздат, но тоже хорошо. В ней как раз собраны истории этих людей. И, в общем-то, эту страсть я продолжаю развивать, она мне очень важна, интересна, и я очень много узнаю о времени, в котором жили наши предки, о времени фантастическом, о времени очень богатом и о трагедиях, которые происходили. Давайте начнем. Что вообще происходит, слышно меня, да? Что вообще происходит в стране в конце 19-го, начале 20 века? Все знают про отмену крепостного права, про эту реформу, очень значимую, но в целом происходит целый спектр реформ, очень важных для страны, очень важных для людей. Размываются сословные рамки, развивается предпринимательство, оно развивается очень сильно. На самом деле, если посмотреть на цифры, то в конце 19-го, начале 20 века российская экономика растет, как никогда не росла. И сейчас ее можно сравнить, например, с экономикой Китая. Это было золотое время, и, например, французские экономисты, которые приезжали в Российскую империю до Первой мировой войны, они, изучая наш ландшафт, изучая нашу бизнес-историю, говорили о том, что если ничего не произойдет, то к 50-м годам Российская империя станет одной из самых мощных, крутых экономических держав. Но наступила Первая мировая война, за ней революция, и мы все знаем, к чему это привело. Вот. Но, тем не менее, идут реформы, как раз вот 60-е годы, образовательные реформы, появляются политехнические университеты, растет количество инженеров, растет количество изобретений, предприятий. В общем, на самом деле это прямо настоящий кембрийский взрыв. Он происходит в течение 50 лет, страна развивается невероятно. Можно говорить там и про крестьян, которым жилось не очень сладко, но на самом деле это было такое время, когда даже у крестьян появился фантастический социальный лифт. Любой крестьянин, если у него были мозги,
любой мещанин, там, может быть, они все могли достичь настоящих экономических высот, чудес. Они могли открыть бизнес, начиная с лоточной какой-то мелкой торговли и прийти к своей фабрике, к своему производству. То есть на самом деле время было удивительное, надо было брать и хватать. Что было не так? Ну, в России это происходит достаточно часто, да, очень медленно внедрялись изобретения в промышленность, бюрократия царила чудовищная на самом деле, очень была неэффективная система патентования, существовали большое количество различных лобби, мы об этом сегодня поговорим. Вот. И, конечно, на самом деле наука шла параллельно от технологий. Например, как такой пример, на Всемирной выставке в Париже, по-моему, Россия заняла первое место по числу изобретений, но ни одни из них не были внедрены в жизнь. Это обычное явление для нас, для всех. Но чтобы убедиться, что время действительно фантастическое, далеко ходить не надо. Я думаю, все, кто хотя бы чуть-чуть интересуется историей, знают, какое количество выставок, ярмарок, бесконечных экспо проходило как в самой России. Самая известная — это Нижегородская ярмарка, были еще московские, там политехническая московская выставка, это вот как раз первая такая на фото. Были выставки в Киеве, международные выставки в Лондоне, где выставлялась Россия. И все хотели показать товар лицом. И показать было реально много чего показать. Да? Все лучшие производства стремились туда. Если вы хотите посмотреть, насколько богатой была промышленность Российской империи, просто зайдите на сайт Ленинской библиотеки, найдите что-то, например, про Нижегородскую ярмарку, каталог, и посмотрите, сколько производств компаний было представлено, что они делали. Они делали все. Потому что и такие выставки, они показывали полный спектр развития промышленности от условно там легкой до самой-самой тяжелой. Я вам сейчас покажу такой блиц-набор того, да, что происходило, почему это действительно крутейшее время. Вот, например, там, да, насколько там, ты открываешь газету или журнал начала 19 века, конца 19-го, начала 20 века, и у тебя почти в каждом номере издания общественно-политического, развлекательного, спортивного есть что-то про новиночку, какая-то новиночка в изобретении, что-то происходит, кто-то куда-то летит. В общем, вот, например, там, первый промышленный автомобиль Фрезы перед вами. Это 896 год. Например, вот Илья Муромец, это первый бомбардировщик. 13-й год, это то, что Сикорский сделал. Открывайте обычный огонек. С 8-9 года по 14-15 год у вас в каждом номере изобретения. Новый русский дирижабль, например. Или первый русский телефон, работающий в поезде. Это обычные новости в обычных газетах. Аккумуляторный вагон-самоход. Очень много электротранспорта было, просто куча. Вот это все очень любят. Двухэтажный вагон. И таких двухэтажных вагонов, их было несколько, они были не очень удобные, но это было такое очень крутое революционный вид транспорта, да, революционное перемещение. В основном там, конечно, потом солдаты на нем ездили, но тем не менее. Поезд-баня, поезд-прачечная. Когда началась Первая мировая война, правительство субсидировало несколько поездов, которые обстирывали, и в которых можно было помыться солдатам. Там была целая система, и они существовали и ездили по местам боевых сражений. Там, не знаю, вот первый русский огнетушитель, вообще это первый пенный огнетушитель в мире, огнетушитель Лорана. Да, обычная полоса журнала там «Зодчий» или какой-то еще, что там, фильтрация воды, новые средства отопления, какие-то там канализационные новиночки. То есть на самом деле фантастическое богатство всего-всего-всего. Я не знаю, вот знаете вы, например, что в Серпухове делали сейфы? В Серпухове был огромный завод, он производил настоящие потрясающие, очень качественные сейфы, а также плиты. И там масса всего. То есть это было удивительное время. Вот, например, фирма «Проводник». Здравствуйте. Фирма «Проводник». На секундочку. Шины, которые производились в России, эти шины поставлялись в США и считались одними из лучших автомобильных шин в мире. Сейчас от этой фирмы, естественно, ничего не осталось. Идет массивное инженерное строительство. Все знают Шухова, все знают Барри, его начальника.
но было множество инженерных контор. Инженеры, как мы знаем, в Российской империи были, ну, я не знаю, они получали столько, сколько нам с вами не снится. За один заказ он мог построить себе дом. Инженерными вот такими конструкциями, мостами обстраивается, да, они появляются по всей стране. Железные дороги появляются, вокзалы. Ну, то есть это фантастическое, на самом деле, очень интересное время. Вот, например, Рублевский водопровод. Если там не очень хорошо видно, но это просто чудо техники. От этого водопровода сейчас, по-моему, почти ничего не осталось, вот ровно в том виде, в котором это было. Но это была фантастическая история. Поэтому вот этот вот срез, он показывает, что на самом деле вот эта история про то, что кто-то там взял нашу страну с сахой, оставил с ядерной бомбой, на нее можно смотреть по-разному. Вот, потому что страна развивалась очень активно, и если бы не трагические события, она бы продолжала развиваться. Но это был частный бизнес, даже железные дороги были частные, все было частное. Когда бизнес частный, все развивается супер. Все очень быстро, компактно, все довольны, замечательно. Кто такой наш изобретатель? Теперь мы переходим к личности человека, который занимается всем этим. Да? Ну, как правило, в это время это человек с военным или техническим образованием, или это самоучки, самые грустные персонажи на самом деле, вот, или просто инженеры. Как он приходит к своему изобретению, что он делает? Это может быть решение какой-то проблемы. Человек увидел какое-то горе, какую-то проблему, озаботился ей и пошел ее решать. Да, это какая-то история про дополнительные инструменты развития собственного бизнеса. У него есть компания, он в большом количестве пробует разные ниши, занимает разные области, ищет какие-то решения. Это может быть просто страсть. Человек всю жизнь занимался изобретательством или всю жизнь занимался решением тоже каких-то задач. Почему проваливались изобретения? Ну, бюрократия, как я уже сказала, да, трудно запатентовать свое изобретение, получить привилегию, это называлось так. Недостатки финансирования, потому что, ну, скажем так, инвесторов в чистом виде, как сейчас, их не было. Тебе могло повезти, но прийти куда-то искать деньги, это было сложно. Лобби, например, лобби конного транспорта затормозило все развитие электротранспорта в России конца 19-го, начала 20 века. Мы про это уже поговорим. Мы с вами могли бы еще в 1880 году кататься на трамваях, а в 1892 по Питеру бы ездили электрокары. Это мы сейчас тоже посмотрим на это. Вот. И какие были причины успеха? Да, это ты мог работать на какую-то корпорацию, на какое-то производство большое, где вот там твои инновации могли применяться и внедряться достаточно быстро. Да, твой основной бизнес мог расти, или ты подсел на госзаказ. Это происходило очень часто, особенно это происходило в военное время, когда многие наши изобретатели просто сотрудничали с государством и снабжали армию своими изобретениями. Вот. Ну и еще такой последний такой штрих – это когда изобретатель взлетал уже после иммиграции. То есть до иммиграции он даже не был изобретателем, он был там военным или кем-то еще. Он переезжал за границу, и там у него стартовал отличный бизнес. Такой пример мы сегодня тоже посмотрим. Вот смотрим мы на этих людей. Вообще, давайте так, что первое приходит на ум, какая фамилия русских изобретателей? Кто еще? Вот, Сикорский, Зворыкин. Прекрасно. Кулибин. Ну вот на самом деле так, что больше 5 имен нас обычно никто не называет. И мы с вами сегодня поговорим не о самых популярных изобретателях, не об очевидных, не о Сикорском, не о Зворыкине, а тех, кто был попроще, но не менее крутые. Вот, собственно, эти люди, и они все из очень разных сфер. Что мы видим? Мы видим актера, мы видим резчика по дереву, мы видим военного, шофера, коммерсанта, того самого самоучку, инженера, губернатора, музыканта и летчика. И все эти люди, так или иначе, были авторами очень крутых изобретений. Начнем мы с так называемых fuck-up stories. Раз уж я работаю в Сколково, можно говорить о провалах в таком роде. Поговорим сначала про провалы, а потом поговорим про удачи.
Вот это прекрасный человек, тот самый изобретатель электрического трамвая. И вообще считается, что он до Симонсов изобрел электрический трамвай. И, возможно, есть на это указание, что Симонсы украли у него эту идею. Федор Пиротский был военным, и по роду службы он изучал воздействие электричества. В то время, это 70-е годы 19 века, мир болеет электричеством. И вот он был тоже этим очень увлечен. Вот, и проводил различные опыты. В основном опыты он производил за свой счет. То есть он никого не привлекал ни к чему. И он заметил, что там можно на разные расстояния передавать электричество. И в какой-то момент, возможно, даже привести в действие что-то на колесах, едущее по рельсам. Да? И, собственно, первые свои испытания он проводит в 870-х годах, и в 880-м он запускает первый вот тот самый трамвай, переделанный из конки, в Петербурге на экспериментальном участке. Он едет, об этом пишут газеты, вот, и он даже, как бы больше ничего не происходит, потому что в Питере действует конное лобби. Они видят такой опасный, замечательный вид транспорта, и все. И нет пути к реализации, нет финансирования, его никто не хочет спонсировать. И, в общем-то, идея его погибает на самом деле. Хотя с Симонсами, говорят, он был вот знаком, и через пару месяцев буквально в Берлине стартовал первый электротрамвай. А в России спустя 27 лет в Петрограде поехал свой трамвай. То есть 27 лет люди ждали. В Киеве был пораньше, лет на 10. Вот, то есть мы могли это сделать существенно раньше. К сожалению, Пиротский, он умер в нищете, его уволили с работы, не заплатили каких-то там пособий, денег, пенсий, и он, к сожалению, умер. Вот такая вот история. Вот это мы с вами видим, плоды творческих изысканий Ивана Болдырева. Иван Болдырев был человеком, который за 8 лет до Истмана и Скодок изобрел мягкую пленку, гибкую фотопленку. Если вы знаете, то раньше люди снимали на пластине, то есть они снимали и на пластины стеклянные, это было очень дорого, тяжело, больно и неэффективно. Если там военный фотокорреспондент, который, например, ездил по полям русско-турецкой войны, он возил с собой не то что телегу, это был целый дилижанс, набит этими пластинами. Вот, так вот, Болдырев придумал гибкую пленку. Вот он наш герой, скромняга из станицы Терновская. Он прожил всего 50 лет, но это такой интересный пример самородка, когда человек из глубинки всю жизнь интересуется чем-то фантастическим, его привлекают вещи, которые вокруг его как бы, в обычной жизни как бы он их не видит. Да? Он увидел когда-то фотоаппарат, он заинтересовался фотоделом, он сам собрал первый свой фотоаппарат. У него не было денег, он собрал фотоаппарат сам. Вот. И все свои как бы фотоизобретения он тоже делал сам. И тогда как раз он придумал эту пленку. Пленку не оценило фотографическое сообщество. Оно посчитало, что это неэффективно, не имеет перспектив. Вот. Помимо пленки он еще изобрел там быстрые затворы для для фотоаппарата, можно было снимать на ходу движущегося поезда. В общем, там порядка под 100 изобретений в фотоделе только он сделал. Вот. Но он не нашел 150 рублей на регистрацию патента. И никто ему не помог его зарегистрировать. И то, что могло бы принести, там, условно, в энной стране миллионы, у него ничего этого не получилось. К сожалению, он тоже умер в нищете. Вот то, о чем я говорила, первые электрокары, сделанные в Российской империи. Вы наверняка там могли уже сталкиваться с этой картинкой в интернете. Перед вами машина электрокар и амнибус. Созданы они Ипполитом Романовым, уроженцем Тифлиса, то есть Тбилиси нынешнего. И это 1890-е годы. Он собрал эти образцы на заводе Фрезе. Мы с вами видели машину вот эту, которая была первым промышленным автомобилем. Вот. И вот эти фотографии сделаны в Гатчине. Это такое промо-фото. Вот. Что здесь происходило? Он придумал вот эти электромобили и батареи к ним.
Батарея держалась где-то, хватало ее на 60 километров. Проблема этой батареи была только в том, что ее нельзя подзарядить. Это огромные батареи, их приходилось каждый раз выбрасывать после того, как он ими воспользовался. То есть это было очень экономически неэффективно, дорого. Вот. Тем не менее, здесь история такая. Когда он показал этот амнибус в 890-е годы в Петербурге, Петербургская городская дума сказала: супер, мы хотим такие же к себе, давайте-ка предзаказ сделаем на 80 амнибусов. 80 амнибусов. Он говорит: да, только если вы их не поставите вовремя, мы вас оштрафуем на 500 000 рублей. И Романов сказал, что, вы знаете, я не в состоянии проспонсировать такую ситуацию, поэтому сожалею, но нет. Поэтому Петербург, я вам сейчас скажу, да, к сожалению, по материалам не очень, но вы можете почитать. Вот. Но сам факт того, что для того времени, на самом деле, и скорость была у них 30 верст в час у этих автомобилей, вот, и хватало их на 60 километров, поэтому в целом была классная история. После амнибусов, после электрокаров он запустил такой монорельс в Гатчине тоже, хотел его реализовать в качестве полноценного, но тоже, к сожалению, дорогу разобрали. Вот, и он понял, что он не может больше сопротивляться рутине и бюрократии, которая происходит, никто его не поддержит. Он уехал в Америку, и там бесследно, в общем, пропал его след. Ничего от Ипполита Романова, изобретателя электрокара, нам не нашлось больше, ничего мы не нашли. Теперь переходим к историям успеха. Ну, истории успеха в нашем случае, они условные, потому что до 17 года эти люди были суперуспешные, после 17 года не очень им везло. Вот мы с вами видим, сейчас я даже попробую запустить звук, и мы с вами послушаем очень скрипучий, но это настоящий такой репортаж. Вот такая грустная история. Мы с вами видим, как из самолета падает человек. Это был Лев Мациевич, и это самая первая авиакатастрофа, случившаяся в Российской империи. Мы видим огромную толпу людей, которые провожают его в последний путь. И на вот этом авиашоу, откуда выпал наш герой, присутствовал Глеб Котельников, артист, военный и изобретатель парашюта. Того самого, которым пользуются все во всем мире сейчас, до сих пор. Вот этот вот ранцевый парашют – это его рук дело. И это такая история, когда человек был просто поражен до глубины души происходящим. Ему было, то есть он же с супругой сидит, там выпадает человек, все. Для него это травма. И он с супругой как раз вот этой прекрасной думает: Господи, как же сделать так, чтобы люди не гибли во время авиакатастроф? Потому что раньше, собственно, сейчас я покажу его парашют. Раньше парашютов, которые крепились к людям, не было. Был зонтик, который прикреплялся к самому самолету. И он как бы может сработать, может нет, а человек выпадал в любом случае. И он потратил 10 месяцев своей жизни, и на секундочку он вообще работал, говорю, вот, в любительском театре, на то, чтобы создать ранцевый парашют. Все очень удобно. Конструкция, в которую закладывалась шелковая ткань. И это, надо сказать, что он придумал использовать шелковую ткань. До этого это был брезент. Внизу этого ранца пружина, которая приводится в действие, когда ты дергаешь за кольцо. Соответственно, таким образом, сначала тоже его изобретение никому особо не было понятно, не понравилось. Это 10-й год. Вот. А потом наступила Первая мировая война, и сразу всем захотелось этот парашют себе заиметь в армию. Но как вот интересно, как он сам его тестировал
ни один живой человек не хотел тестировать парашют. И что сделал наш друг? Он сделал куклу, дядя Ваня, вот он, 80 килограмм, и эта бедная кукла прыгала с воздушных шаров, да, он поднимал его на воздушном шаре, там, с самолетов и так далее. Первым человеком, который живьем протестировал этот парашют во Франции на каком-то там смотре, был студент консерватории, которого Котельников отправил. Сам Котельников в это время был на гастролях, и он отправил студента консерватории прыгать с парашюта. И он прыгнул с моста, парашют раскрылся, так что первым человеком, который прыгнул с парашюта, был студент консерватории. Вот. Что дальше произошло с нашим героем? Он остался в России после революции. Он достаточно почетно прожил свою жизнь. Умер в 1944 году, захоронен на Новодевичьем кладбище. Продолжал изобретать, передал все права на свои изобретения Советскому Союзу. И у него было еще несколько модификаций этого парашюта. Был парашют РК «Русский Котельников-2», это 23-й год. Был парашют грузовой, который можно было спускать большие тяжелые грузы. Вот. И на самом деле такая легенда среди парашютистов. Если вы придете на его могилу, вы увидите, что там вокруг обвязаны ленточки парашютные, какие-то шнурочки, потому что он спас, по сути, жизни и продолжает спасать своим изобретением. Вот это такой приятный кейс. Следующий наш герой – это такой серийный предприниматель, изобретатель Юлий Меллер. Наверное, многие из вас, ну, скажем так, проходили так или иначе, где вот Бутырский вал, там есть такое огромное бывшее производство, там до сих пор есть завод «Дукс», он так и называется. Это в 90-е годы его переназвали. Что делал Меллер? Он был одним из таких двигателей прогресса в Российской империи. Его компания, он был коммерсант, его компания занималась всем на свете, всеми технологическими новиночками в плане, которые летают, едут, движутся. Начал он с велосипедов. У Меллера была фабрика, и он отливал чугунные трубы. И это были как раз 880-е годы. Весь мир начал болеть велосипедным спортом. Очень дорогой инструмент. Если на сегодняшние деньги посмотреть на велосипед, то это 500 000 рублей в среднем стоил велосипед по нынешним деньгам. Очень дорого. И он понял, что отличный бизнес можно сделать на велосипедах. Он эти велосипеды стал собирать на своей фабрике, потому что у него были все возможности. Да. Трубу он отливал сам, какие-то части он закупал, там, резину он заказывал. Как происходило вообще вот такое серийное производство чего бы то ни было в Российской империи? Немножко подсматривали, чуть-чуть подворовывали, потому что авторского права как такового, оно не очень работало. Вот. Он заказывал какие-то там уже существующие модели, собирал здесь, усовершенствовал. Вот. И на Дукс они производили реально все. Все виды автомобилей на дровах, там, паровые, на бензине. Вот это вот аэросани. К слову, аэросани – это прям супер люкс, потому что вот там, в 1910 году на аэросани производили все. Сикорский, вот, Дукс, на них ездили. Это был очень крутой вид транспорта. К сожалению, сейчас, наверное, в непроходимых, какая-то модификация существует в непроходимых местностях. Вот. Они перешли к планерам. Потом получились самолеты. И в какой-то момент Меллер, он был третьим, то есть его самолеты, это была треть от всего рынка самолетов в России. Это было очень крупное производство. И, естественно, он во время Первой мировой войны поднялся очень сильно на госзаказах. Он делал самолеты для армии. Вот. Был страшный энтузиаст. Дико любил там спорт, жизнь. Он участвовал во всех этих гонках. Это он сидит там внутри. Да, он тестировал все свои и самолеты, и машины, и все такое. Вот, когда началась Первая мировая война, он даже сменил в патриотическом порыве себе имя на какое-то более русское. Вот. Но, к сожалению, пришлось... Сначала он бизнес отписал своему товарищу, вот, потом бежал в Европу.
Бизнес его национализировали. Там производили самолеты в советское время. Вот. От Меллера не осталось ни следа. Я искала и очень хотела найти какие-то данные о нем уже после эмиграции. К сожалению, не нашла. Вот такой вот был стильный мужичок. Вот этого человека вы, может быть, и не знаете, но его изобретениями вы точно пользуетесь. Особенно в последнее время все стали снимать наличные, я полагаю. Вот. И если вы смотрите на свои купюры любимые, они переливаются. Вот эту технологию ирисовой печати, защиты денег от подделки, изобрел простой русский крестьянин Иван Орлов. Это тоже такой интересный случай, и он достаточно типичный и тиражируемый в Российской империи, когда мозговитый человек из низов получает условно поддержку какого-то купца или какого-то мецената, тот его устраивает в какой-нибудь университет, и дальше стартует по жизни. Вот это наш случай. Орлова поддержал нижегородский купец, устроил его сначала в одно училище, потом в Суворовское. Строгановка, совершенно верно. Вот. И Орлов, он точно так же, как вот, например, история с парашютом, а он прочитал в газете, что страна наводнена поддельными деньгами. Что же делать? Он потратил очень много времени на то, чтобы придумать, как защитить деньги от подделок. Он пришел в тогдашнюю экспедицию по заготовлению ценных бумаг, нынешний госзнак, с каким-то изобретением. Он говорит, вот у меня есть там наметки. И изобретение не взяли, но его сразу устроили на работу. Он достаточно юный. И он на этой работе начинает создавать ту самую красочную машину. Вот она. И эта машина позволяла смешивать краски таким образом, чтобы невозможно было этот узор подделать. Там было 3 отсека, краски наливались в 3 отсека, в 4-м они там как-то смешивались и наносились на купюры. Эта машина, которую он запатентовал почти во всех странах мира, сразу принесла не только ему кучу денег, но и госзнаку огромную славу. Это был первый, наверное, и последний раз, когда российский госзнак производил что-то, что востребовано было вообще во всем мире. Все банковские системы, конторы, то, что печатало деньги, ценные бумаги, они закупали эти машины. И надо сказать, что до сих пор его технологии пользуются во всем мире. Вот этой технологией защиты денег от подделок. Все царские рубли последних лет были напечатаны на орловской машине. Орлов прекрасно себя чувствовал. Он был очень состоятельным человеком. На всех этих запатентованных историях он отлично заработал. Он пожил в Англии, он попутешествовал по миру. Зачем-то он перед 17-м годом вернулся домой. Соскучился, хотел домой очень сильно. Дома он сделал себе, значит, он оставил как бы дела, открыл спиртовой заводик, конный заводик. Думал, сейчас заживу в имении, будет мне хорошо. Но наступил 17-й год, хорошо ему не стало. Все национализировали, все забрали. Он остался вообще без штанов фактически. Его не стали даже брать в этот госзнак, его взяли формальным каким-то консультантом. К сожалению, его даже посадили за подделку денег, хотя он их не подделывал. Вообще это странный человек, который изобрел технологию защиты денег от подделок, проходил по делу о подделке керенок. В общем, освободили его из-под стражи. Вот, и наш герой, к сожалению, умер в 20-е годы в нищете, всеми забытый. Вот такая вот трагедия. Давайте, вы мне скажите, что вы видите, как вам кажется, что здесь происходит на этой картинке? Не совсем. Какое-то действие происходит. Не совсем. Здесь происходит раскапывание автомобиля. Кто-то когда-то закопал какой-то автомобиль, и его раскопали. Это так называемый гиромобиль, гирокар. И его изобретатель – дворянин Петр Шиловский. Это тоже интересная история. Петр Шиловский был дворянином, он был очень успешным политиком, он был губернатором Аланецкого края, потом Костромской области. Вот. Но он всю жизнь, он с детства был фанатом гироскопических устройств. Он изучал именно это, он посвятил этому всю свою жизнь. И в какой-то момент он оставил политику,
и стал изобретателем. Вот, его вот этот автомобиль, гирокар, это ровно то, что мы сейчас видели, откапывали на предыдущем фото, произвел огромное впечатление на британцев, потому что только британцы проинвестировали в его изобретение. Компания Wolseley, он еще перед Первой мировой войной поехал в Англию и там собрал вот этот автомобиль. Он ездил по лондонским улицам, вызвал фурор, он был очень устойчив, несмотря на то, что дико тяжелая конструкция. Вот. И, в общем-то, были перспективы у такого странного способа передвижения, но началась Первая мировая война. И англичане в Wolseley решили, что такая прекрасная машина не должна достаться врагу, и поэтому они ее закопали. Вот. Шиловский после этого вернулся в Россию. Еще почти 10 лет он прожил в России, даже пытался сотрудничать с Советским Союзом, хотел делать, будьте здоровы, монорельсовый путь из Петрограда в Детское село. И даже Ленин проспонсировал часть его изобретения. Но в 1922 году деньги кончились, и он уехал в Англию. Сейчас потомки Шиловского живут в Англии, они всячески поддерживают память о своем дедушке. Вот. И в Англии он уже профессионально занимался, больше он не занимался созданием гирокаров, он работал уже на авиационную отрасль, потому что вот эти механизмы, они используются в истории с автопилотами. Вот. Прожил достаточно долго. Он эту машину попросил раскопать. В 1935 году ее раскопали, он ее отреставрировал, а потом зачем-то музей ее опять уже пустил на металлолом еще при его жизни. В общем, грустная история такого изобретения. Ну что ж, дальше. Это не совсем изобретение, сделанное человеком из России, но оно сделано в России. Сейчас я вам покажу, как двигался первый внедорожник. В общем, перед вами был внедорожник, первый в мире, который был собран в Царском Селе впервые. Собрал его личный водитель Николая II, француз Адольф Кигрес. Человек приехал в Россию, как это случалось со многими иностранцами, за удачей, за длинным рублем. Были такие роскошные времена. Вот. И его устроили в царский гараж. Он возил царя и занимался закупкой некоторых автомобилей. Царь был большой фанат авто, поэтому ему было чем заняться. Но в России, как мы знаем, короткий сезон хорошей погоды. И вот на таких старых старорежимных автомобилях далеко не уедешь. Распутится, снег, холод и кошмар. И Кигрес, он простаивал. Ему было скучно, он думал, как же сделать так, чтобы вот это все ездило. Вот мы, кстати, видим фотографии, вот это сделано в Царском Селе у гаража. До сих пор можно туда приехать и поставить у этого здания и представить, как вот в этой точке впервые в мире появлялся внедорожник. Что он сделал? Он придумал гусеничный движитель. Гусеничный движитель ставился на задние движущие колеса. Легко очень можно было любую машину переобуть. Передние колеса могли быть, ты мог ездить на колесах. Если это зима, туда крепились лыжи. Наверняка многие из вас были в горках ленинских. Кто был? Вот. Видели там Rolls-Royce на лыжах? Вот. Это Rolls-Royce на лыжах. Всем рекомендую посмотреть. На нем Ильич любил рассекать. Собственно, он стоит, вот это как раз тот самый Rolls-Royce, на гусеничном движителе. И у него вместо передних колес для зимних, так сказать, путешествий были поставлены лыжи. Царю дико понравилось это изобретение. Он сказал, чтобы Кигрес там, с военным ведомством они договорились, и военные автомобили стали тоже оснащать частично этой технологией. Когда началась революция, еще февральская, Кигрес собрал вещички, взял один из царских автомобилей и уехал к себе во Францию. Надо сказать, что до этого он уже успел запатентовать это изобретение в нескольких странах. Во Францию он приехал вполне себе востребованным инженером.
Его сразу взяли в компанию Citroën, как раз видео, откуда мы видели. И он продал Citroën патент и права на вот это вот изобретение. Работал там с ними в принципе, до конца своей жизни. А Citroën, они использовали эту технологию вплоть до Второй мировой войны. Эти внедорожники путешествовали по Сахаре, по горам ездили. На самом деле есть множество интересных рекламных роликов там 30-х годов, которые можно посмотреть, вот типа того, который мы видели, и посмотреть. И это на самом деле был первый в мире внедорожник. Вот такая история. И у нас осталось 2 героя. Назовем это альтернативной реальностью, потому что с людьми могут происходить, это две судьбы очень интересные, на мой взгляд. Сейчас мы с вами еще немножечко послушаем мелодию. Обратите внимание, что там нет оркестра. Это Лев Термен, отец всей электронной музыки на свете. Человек масштабов не то что фантастических, изобретательских, невероятных. Настоящий, мне кажется, да Винчи 20-30-х годов. И судьба с ним очень интересно распорядилась, потому что он в самом начале Советского Союза, советской власти чувствовал себя прекрасно. Вот на этом инструменте играл сам Ильич. В 22 году он Ленину презентовал это устройство. Он хотел, чтобы появилось музыкальное устройство, которое может создавать музыку без оркестра, чтобы оно им можно было из космоса управлять. Прямо это прямая цитата. Это Terminvox. Система, которая на самом деле в 20-30-е годы просто взорвала весь мир. Если почитать газетные статьи, то там музыка сфер, музыка космоса, чистый восторг. Он работал с Йоффе, и когда он изобрел Terminvox, это был 22-й год, через пару лет его позвали, вообще обратились к самому Йоффе и сказали, что нам нужно это изобретение. Это сказали американцы. И он поехал в Нью-Йорк, прожил в Нью-Йорке почти 10 лет. Я не знаю, кто еще из советских граждан, которые так интересно проживали это время. Компания RCA, это самая крупная радиовещательная телекорпорация США, она купила у него права на этот Terminvox для продажи в Америке. И эти Terminvox'ы продавались просто в каждый дом. Можно было купить это устройство. Термен, он взял там в аренду какой-то дом на 90 лет, занимался там изобретательством. И помимо Terminvox'ов в Америке Термен изобретал системы сигнализаций. И его сигнализации были поставлены в тюрьмы Синг-Синг и Алькатрас. Возможно, скорее всего, он подшпионивал слегка для советского правительства. Но, тем не менее, изобретение его там шло на ура. Он общался со всей элитой, с президентами, с Эйнштейном дружил. Он приехал с одной женой, женился потом на другой, на негритянке. У него была, в общем, очень интересная жизнь, вплоть до того, как мир не погрузился в пучину Второй мировой войны. Когда он понял, что тучи сгущаются, он захотел быть полезным родине обратно. Он попросил: ребята,
я хочу вернуться к вам, быть полезным. Он говорит, ну, может, не надо, давай не будем. Нет, я хочу вернуться. Ну, хорошо. Он приехал, и через пару месяцев его посадили в Бутырку. Потом его отправили в Сибирь. А потом его отправили в Шарашкину контору, к Туполеву. И там он вместе с Королевым работал много лет. В 1947 году Термена реабилитировали, и в этот же год он получает сталинскую премию. Следите за руками, как интересно было все устроено, потому что он делал? Он делал прослушивающее устройство. Он сделал фантастическое прослушивающее устройство, которое работало благодаря вибрациям, и можно было за несколько сот метров услышать, что происходит в соседнем доме, благодаря отражению звука от стеклянных поверхностей. А вот это мы с вами видим, так называемое прослушивающее устройство, подарок американскому послу. В 40-х годах пионеры подарили американскому послу герб США, который висел почти 10 лет в его кабинете. Это было прослушивающее устройство. Вот. И вот это прекрасное изобретение, в общем, когда они через 10 лет узнали, что там жучок, только развели руками. Это вот на сессии ООН он как раз показывает, как их обманула советская власть, представитель США. Вот. Что произошло потом с Львом Терменом? Он еще раз женился. Он уже был пожилой человек. У него родилось 2 дочерей, по-моему, да. Вот. Но, к сожалению, в 60-е, 70-е годы у него была маленькая лаборатория какая-то в МГУ. Никаких уже запросов от государства к нему не поступало. Вот. Совершенно случайно американский журналист из «Таймс» увидел его живым. Они-то думали, что Термен с 20-х годов, там, с 30-х умер. И тут он видит живого человека, пишет про это статью. Советская элита возмущается статьей этой, и Терменов выгоняют из его лаборатории, разбивают все его исследования, да, какие-то его наработки. Вот. В общем, к сожалению, так. Но он до последнего продолжает как-то участвовать в изобретательской деятельности, как может. И это был человек, который в последний год существования Советского Союза вступил в КПСС. Ему уже было 90 с лишним лет, и его спросили, а почему вы вступили в КПСС? Я Ленину обещал. Вот когда он рукой его водил, он ему пообещал, что он вступит в КПСС, и спустя 70 лет вступил. Это вот такая история. Лев Термен. Его потомки живут в Москве. И это гениальный человек. Я им восхищаюсь и считаю, что все должны про него знать. Следующий товарищ. Кто-нибудь из вас знает, ну, кроме тех, кто в Сколково работает, кто такой единорог нынче в современной реальности? Единорог — это компания, капитализация которой превышает $1 миллиард. В общем, примерно так выглядит первый единорог родом из России. Это Александр Понятов. Сейчас мы его послушаем, а потом я про него вам расскажу. В общем, о чем он рассказывает? Александр Понятов руководил компанией Ampex. Если кто-то помнит, когда у вас, я не знаю, были эти кассетные приемнички, наверняка у кого-то были кассеты, где было написано Ampex. Вот Ampex — это Александр Матвеевич Понятов Excellence, то есть превосходный Александр Матвеевич Понятов, или там великолепное качество Excellence. Вот. Это очень такой возрастной предприниматель. В 50 лет он основал свою компанию. До этого он вообще до революции он был и летчиком, он учился у Жуковского, он был в Белой армии, он служил с 18 по 20 годы, он жил несколько лет в Шанхае. Он очень хотел уехать в Америку и продолжать заниматься там изобретательством. И вот уже очень взрослый человек приезжает в Америку, в Пало-Альто. Сначала его компания Ampex занимается какими-то несущественными вещами, потом они подсмотрели технологию магнитофона, это немецкая, да, немецкая технология воспроизведения звука, стали делать магнитофоны, а потом он решил, а давайте-ка мы сделаем видеомагнитофон. И Александр Понятов, это человек, который изобрел видеомагнитофон. Вот этот вот видеомагнитофон слева, самый первый в мире видеомагнитофон, стоил $50 000.
по тем временам, сейчас 750, по-моему, по нынешним. Занимал полкомнаты. И он был супер востребован телерадиовещательными корпорациями, кинотеатрами, потому что раньше, например, когда писался эфир, то это все делалось в записи, делалось в прямом эфире, а теперь можно было в записи это делать, потом аккуратненько монтировать. В общем, и Понятов, придумав этот видеомагнитофон, он индустрию фактически улучшил. И за это он получил Эмми и Оскар за технический вклад в развитие кинематографа. Такой вот кейс. И, собственно, за, наверное, сколько получается? 20 лет его компания существовала, была очень успешной. Там работал 13 тысяч человек. Понятов давал работу русским эмигрантам. Он спонсировал церкви американские православные. В общем, и у него даже в офисе были березки. Он очень тосковал по родине. Он говорил, я очень хочу приехать в Россию, но мне не дают. Не получилось. Детей у него не осталось, вернее, у него их и не было. Наследников он не оставил, и компания потихонечку прекратила свое существование в 80-е годы. Но был вот такой вот прекрасный кейс. Вот мы видим, группа какая-то блестящая вылезает из его кассет. Вот такой Александр Понятов. Ну что ж, друзья, на этом калейдоскоп прекрасных людей я завершаю. Как вы видите, я коллекционирую людей, очень люблю, особенно мертвых. Вот, они прекрасны. Чего и вам желаю, изучать этих людей, потому что они существовали вопреки многим условиям, делали вещи, некоторыми из которых мы до сих пор пользуемся. Имена их в основном неизвестны, а ведь это приятно, когда твое имя знают и помнят. Так что знакомьтесь, дружите с ними и со мной. Спасибо большое. Это мой блог в запрещенной соцсети, если что. И в разрешенной, кстати, тоже в Телеграме можно его найти. Спасибо. Мария, спасибо огромное. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. И мы вас ждем на нашей следующей лекции по четвергам. Спасибо огромное.